Всем привет! Меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить очень вкусный и невероятно нежный, можно сказать, тающий во рту райский торт с творожным кремом. Творожный торт готовится без выпечки просто и быстро. Надо будет только подождать, чтобы крем стабилизировался. Данное количество ингредиентов рассчитано на торт диаметром 18 см, высотой 7 см и весом килограмм 300 граммов. Давайте приготовим. Для основы нам потребуется 300 граммов песочного шоколадного печенья. Печенье надо измельчить в крошку. Самый быстрый вариант – измельчить его в блендере. Если блендера нет, то можно сложить печенье в пакет и раскатать их скалкой. В измельченную крошку выливаем 100 граммов растопленного сливочного масла и все тщательно перемешиваем. Добавляем 1 столовую ложку молока. Перемешиваем до однородного состояния. Далее смотрите по своему печенью. Крошка должна хорошо прессоваться и легко рассыпаться обратно. Если крошка не держит форму, то можно добавить еще 1 столовую ложку молока. Проверяем, прессуем крошку в комок. Крошка хорошо держит форму и легко рассыпается обратно. Откладываем примерно 1/4 часть крошки, ей мы позже посыпем торт сверху. На тарелку устанавливаем разъемное кольцо с ацетатной пленкой. Если ацетатной пленки нет, то ее можно заменить полосками, вырезанными из бумаги для запекания или из пергаментной бумаги. Оставшуюся крошку высыпаем в форму. Разравниваем и формируем бортики. Края прессуем ложкой, хорошо прижимая бортики к форме. Дно утрамбуем стаканом. Это будет наша основа. Убираем основу в холодильник и приготовим шоколадную прослойку. Нагреем вместе до горячего состояния в микроволновой печи или на водяной бане 40 граммов молока и 40 граммов сливочного масла. Кипятить не надо. В горячее молоко с маслом высыпаем 80 граммов черного шоколада с содержанием какао 50%. Высыпаем так, чтобы шоколад был полностью покрыт молоком. Подождем пару минут, чтобы шоколад растаял. И хорошо все перемешаем венчиком до однородного состояния. Шоколадная прослойка готова, выливаем ее на печенье и равномерно распределяем по дну. Убираем основу с шоколадом в морозильник минут на 15-20, а сами приготовим крем. 130 граммов мягкого сливочного масла комнатной температуры взобьем на максимальных оборотах миксера примерно 2-3 минуты. Хорошо взбитое сливочное масло должно стать светлым и воздушным. Для крема можно брать любой мягкий творог, который вы любите. У меня творог приготовлен из кефира. Ссылку на рецепт, как приготовить такой творог, я оставлю в описании под видео и в подсказках к видео. В 500 граммов мягкого пастообразного творога добавляем 20 граммов или 2 столовые ложки без верха просеянного какао и 80 граммов или 4 столовые ложки без верха сахарной пудры. На максимальных оборотах миксера взбиваем творожную массу до воздушного состояния. Если у вас творог с крупинками, то лучше взбить его блендером. Или сначала протереть через сито и потом взбивать миксером. Добавляем половину творожной массы во взбитое сливочное масло. И на максимальных оборотах миксера взбиваем до однородного состояния. Добавляем оставшуюся половину творожной массы. И также на максимальных оборотах миксера взбиваем до однородного состояния. Творожный крем получается нежным, воздушным и при этом отлично держит форму. Перекладываем весь крем в форму и равномерно разравниваем. Отложенной крошкой обсыпаем торт сверху. Сначала я обсыпаю край, а потом посыпаю крошкой сверху. По краю слегка придавливаю крошку к крему лопаткой. Накрываем торт пищевой пленкой и убираем в холодильник стабилизироваться на 2-3 часа. При желании можно приготовить торт вечером и убрать в холодильник на ночь. Готовый торт освобождаем от формы и пленки. Невероятно нежный, легкий и очень вкусный творожный торт готов. Всем моим домашним торт очень понравился. Советую вам его приготовить.
Если вам понравился рецепт, тогда делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения!